Это моя старая новая тумба, в которой творится вот такой бардак. Здесь, конечно, есть все необходимое, но кое-что я докупаю. Но мне не нравится, что все это в таком виде пребывает, особенно здесь. И теперь я планирую навести здесь порядок. Перед изготовлением ложемента я отсортировал весь инструмент и разложил его в ящиках таким образом, чтобы максимально эффективно использовать пространство, пробуя разные конфигурации. Для ложементов я использовал вспененные маты толщиной 1 см, по 2 штуки на каждый ложемент. Маты я вырезал по размеру ящиков, разложил и обвел весь инструмент и вырезал все лишнее. Я рекомендую использовать узкий канцелярский нож и подложку из ДВП. Далее я приклеил сплошной слой с обратной стороны толщиной 1 см из такого же материала и вырезал в нем все выступающие части рукояток, головок ключей, чтобы они хорошо туда утапливались. Вот так это будет выглядеть. Ключи практически вровень с ложементом находятся. Глубокая выемка для того, чтобы можно было брать руками. А те части, куда будут опираться головки пассатижей и молотка, ну и остальных ключей, я оставил не вырезая. Сейчас я подготовлю картонное основание, к которому приклею мой ложемент, и будет он выглядеть вот таким образом. После этого я сделаю покраску, возможно, выделю ярким светом видимые части для того, чтобы было просто красиво. Использовал я вот такой клей Sika 111. Он хорошо тянется и прекрасно подходит для того, чтобы склеивать такие мягкие подвижные элементы. Скорость высыхания примерно сутки. Вот. Первый слой у меня уже высох, все подготовлено, осталось приклеить подложку и окрасить. Итак, я сделал подложку из картона. Вот она. Сейчас я подготовлю краску и покрашу этот ложемент. Пришло время сделать вам обзор на мою тумбочку. Это тумба механика, который занимается установкой, заменой и ремонтом стекол. Здесь, конечно, представлено не все, чем я пользуюсь, но самое необходимое для ежедневной работы у меня здесь. В тумбе я расположил весь инструмент таким образом, чтобы все самое необходимое было в верхних ящиках, и по мере надобности эти инструменты находятся ниже и ниже по тумбочке. С правой стороны у меня набор головок и воротков. Трещотка на 1/4, на 3/8, отвертка, удлинители двух типов и магнит. Головки на 3/8 у меня с 15 по 10. Самый ходовой набор этих головок, больше ничего не требуется. Также на 3/8 короткие головки с 10 по 17. 17 головку я расположил в самом верху, она редко используется. Остальные головки, все ходовые, расположены здесь. Также длинные головки на 1/4, на 7, на 8 и на 10. И насадки на 1/4
торексы 15, 20, 30, на 4 и на 5 шестигранники, 2 насадки под крест, это PH2, PH1. Ну и с этой частью все. Дальше пошел самый необходимый инструмент при срезке стекла. Это нож. Имеет возможность замены лезвий на лезвия разных размеров. Вот я вам сейчас покажу. Так выглядит лезвие. Запасное лезвие у меня находится здесь. Это лезвие с увеличенным вылетом. Очень удобный нож для работы. Дальше ручной нож типа канцелярского с зажимом в виде вот этой гайки в конце. Когда вы закручиваете гайку, две половинки ножа смыкаются и тем самым зажимают лезвие ножа на нужной длине. Нож для срезки старого клея. Это такой и такой. Самые ходовые инструменты для работы со старым клеем. Здесь у меня крючок и шило. Очень удобный шпатель. Он же съемник. Он же шпатель. Из жесткого металла сделан. Часто приходится им что-то где-то поправить, подмазать, либо демонтировать. И в верхней части, куда я крайне редко обращаюсь, здесь у меня расходники, новые лезвия, новые бритвы, старлайновские отмычки, которые я получил в качестве презента на симпозиуме Старлайна, карандаш и маркер. Здесь все редко используемое, но тем не менее. В этой части у меня съемники и отвертки. Это напильник, он же нож с заточенным концом, им можно работать по клею. Я его использую крайне редко по этому назначению, но в качестве напильника он довольно часто выступает. Две отмычки, крепкие, надежные, очень удобные. Такого плана и такого с чуть большим углом, чтобы можно было в недоступные места подобраться. Набор крючков. Очень нужный и удобный инструмент. Крючок такого типа для работы с резинками разных типов. Набор отверток. Здесь у меня отвертка плоская миллиметр на 5,5 длиной 100 и большая 1,2 на 7 ударная отвертка. Крестовая и торекс на 20. Это набор отверток, который покроет 90% всей вашей необходимой работы. Другие отвертки мне не нужны, они где-то есть там в наборах, но я ими не пользуюсь, поэтому я их вынес сюда. Второй ящик. Здесь у меня слесарный инструмент ключи с 6 по 19. Тоже обращаюсь я к ним крайне редко, но с 10 по 14 ключ довольно часто пригождаются. Кусачки, пассатижи, длинногубцы, нож, точнее не нож, а ножницы для работы с резинами. Здесь есть угломер, по которому можно резину резать под разным углом. Если вы меняете резину на стеклах, где установка предусмотрена с резинкой. Такого типа пассатижи, молоток и стаместка. Есть у меня такие пассатижи с защитными губками в пластиковой обойме. Обычно я их использую для снятия зеркал в салоне автомобиля, когда есть вероятность поцарапать обычными пассатижами. Здесь они очень аккуратно используются. Ну и зажим. Такой зажим.
Дальше здесь у меня расположен различный инструмент, я его разложил по необходимости. С левой стороны у меня два фонарика, защитные очки. Очень удобный, купил я себе небольшого размера шуруповерт. В комплекте было два аккумулятора. Можно установить насадку с головками любых типов. Здесь регулируется скорость, усилие затяжки, и также в комплекте была съемная насадка под сверла. Очень универсальный инструмент. Рулетка, насадка под крест здесь же находится. Здесь у меня различные щетки и шпатели, когда необходимо почистить проем демонтированного стекла. Щетка пожестче, щетка помягче. Изолента, два рулона струны и проставочные резинки, которые иногда нужны при установке нового стекла. Позади этого комплекта у меня съемники для поводков стеклоочистителей трех разных видов и щетки, насадки для дрели либо шуруповерта, потому что часто бывает очаги коррозии в проеме стекла и необходимо почистить, загрунтовать, можно продолжать работу. В правый отсек я сложил практически все самое неиспользуемое. Здесь у меня щеточки, кисточки, камень для заточки ножей, наждачная бумага, длинный нож вот такого плана. Ну и разный инструмент, который мне не сильно необходим в повседневной работе, но сюда я могу периодически обращаться. Каждая тумба у нас комплектуется таким набором, в котором есть свой нож для срезки стекла, съемник, шило для протаскивания струны сквозь клей, съемник для молдингов и набор ручек струнодержателей. Вот из всего этого набора мне нужно только шило и набор держателей для струны. Все остальное здесь только занимает место, я этим не пользуюсь. Здесь у меня отсеки для пластиковых пистонов, болтов и саморезов, что тоже часто бывает необходимо при потере, падении либо отсутствии каких-то комплектующих на автомобиле. Хомутики, металлическая мелочевка на магнитной тарелке. Ну, ремень для фиксации стекла, только я им еще ни разу не пользовался, и он мне пока не пригодился. Ну и самая нижняя полка, где находятся присоски, они же вакуумные домкраты. Дальше у меня набор настилок, подстилок, которые я кладу либо на пороге, либо на элементы кузова, либо на панель, чтобы защитить их от касания инструментов о панели. Но я вам не рекомендую такой материал использовать. Он часто оставляет следы на кузовных панелях в виде вот такой сеточки от касания с этим ковриком. Не знаю, с чем это связано, но я бы вам не посоветовал его использовать. Вот набор для срезки стекол. Чемодан, где хранится весь остальной инструмент слесарный, ключи, головки. Я им практически не пользуюсь, потому что все необходимое у меня уже есть. Две защитные накладки под стекло, чтобы не поцарапать панель. При демонтаже устанавливается между стеклом и панелью. Паяльник. Мультиметр.
самодельный нож. Такой ручка-нож. Подглядел в интернете, у эквалайзера есть подобный нож, стоит 100 евро. Я сделал из старого ножа и куска стула или чего-то, я не помню. Вот такой нож. Иногда я им тоже пользуюсь, довольно удобно. Также у меня есть очиститель скотча. Это специальный диск. Ну и последнее. Это шнур для установки стекол с резиновым обрамлением. Тоже очень редко используется. Это весь обзор на мою инструментальную тумбу. Если что-то вам понравилось или у вас есть вопросы, пишите. Я читаю и отвечаю. Пока.